Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Я хочу поздравить с прошедшим праздником весны, с праздником 8 марта всех моих знакомых блогеров, всех женщин. С этим прекрасным праздником желаю вам мира, много любви, добра, весеннего настроения, всего вам самого доброго. Сегодня у меня на моем рабочем столе вот такой Дед Мороз, пластиковый Дед Мороз из 70-х годов. Их выпуск таких пластмассовых Дедов Морозов, они назывались еще штамповкой, начали с середины 70-х годов. И вот интересно, что цена такого Деда Мороза была всего лишь 2 рубля 30 копеек. Ну, посмотрите, какой он интересный и своеобразный. Какие же у него повреждения? Давайте я вам покажу. Вот такие повреждения получил Дед Мороз. Я думаю, что это было при ударе. И пошла вот такая вот огромная трещина. Вот она идет. Вот один кусочек. И вот второй большой такой кусок, который нужно будет или заклеить, или запаять. Ну и, конечно, краска уже тоже устарела, краска сошла в некоторых местах, и нужно будет его хорошенько отмыть и освежить краску. Внутри этот Дед Мороз полый, и это очень хорошо, потому что при заклеивании вот этих вот всех участков можно будет рукой залезть внутрь и поправить эти все кусочки. Итак, давайте начнем и посмотрим, что из этого выйдет. Склеили нашего Дедушку Мороза. Клеила я клеем Кирнил. Были некоторые пустоты. Я заделывала их клеем с содой. Вот так вот это сейчас выглядит. Нужно хорошенько вот это все отшлифовать. Шлифовать я буду сначала надфилем, а потом буду зашкуривать вот такими мелкозернистыми шлифовочными бафиками. Сейчас я вам еще поближе покажу, как это выглядит. Вот эти места заклеили мы. И заклеили вот здесь. Паять ничего не пришлось, потому что были ровные стыки, и по ровным стыкам клеить довольно-таки нормально было. Заклеить. Единственное, только сейчас нужно очистить это все от клея и зашлифовать. Затем мы восстановим дедушке рисунок, потому что здесь он кое-где вытерт, кое-где уже краска блеклая. Нужно будет его освежить.
Дорогие друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас в детстве такие Дедушки Морозы? Встречались ли вам такие пластиковые, пластмассовые Деды Морозы? Или, может быть, у вас были какие-то другие? Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Сохраняете ли вы эти игрушки у себя дома или вы выбрасываете их? Пишите мне все комментарии, мне очень интересно их читать. А на сегодня я буду заканчивать свой рассказ. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, мира, любви, добра и сохраняйте ваши игрушки. Всего вам самого доброго. С вами была Марина Акулиничева, реставратор-кукольник. До новых встреч, друзья!